Привет, меня зовут Стас Быков, я маркетолог и предприниматель, и сегодня давайте вместе разберемся в очень важной теме, что же такое SWIFT и что будет, если от нее отключиться. В интернете мы с вами можем видеть такое определение: SWIFT — это международная сеть межбанковского информационного обмена, но более простыми словами, если говорить, то это не платежная система, это система договоренностей и правил, по которым ориентируются иностранные банки, чтобы перевести деньги своих клиентов на счета в другие страны. Иначе говоря, она применима для межбанковских переводов. И, конечно же, больше и чаще ее используют предприниматели, которые покупают товары или продают товары в другие страны. SWIFT выглядит следующим образом. Я думаю, вы все видели, когда зайдете в свой банк, подробнее о счете, и мы увидим SWIFT-код. Именно как раз это уникальный код вашего банка, по которому приходят начисления из-за рубежа, в том числе с YouTube, да, об этом мы тоже во второй части ролика поговорим. И этот код позволяет повысить эффективность работы банка, также обеспечивает надежность при передаче сообщений, сократить операционные расходы по сравнению с телефонной связью, да, когда передаются эти финансовые операции, раньше SWIFT не использовался. И, конечно же, эти преимущества, их не было просто. Далее, обеспечить удобный, прямой и быстрый доступ банка-члена к своим корреспондентам, отделениям и филиалам. Преодолеть языковые барьеры, потому что все происходит в электронном виде, не нужно связываться с другим банком в другой стране и проверять эти переводы, да? Повысить конкурентоспособность и обеспечить безопасность передачи данной информации. То есть мы видим, что это делает, да? Конечно же, сейчас ведутся переговоры, чтобы SWIFT не полностью отключить в России, да, а только определенные конкретные банки. Я, например, в своей деятельности использую Тинькофф банк, это частный банк, поэтому под санкции он сейчас в данный момент не попадает. И если что, можете тоже там зарегистрироваться, я ссылочку на него оставлю в описании. У меня там ИП, у меня там дебетовая карточка, кредитные карты, и пока работаем. Далее, к чему может привести отключение? Мы с вами понимаем, что вот эти преимущества, они не будут использоваться, да, и это приведет к неполучению денежных средств именно в плане переводов из банка в банк. И что делать, если мы с вами получаем деньги, например, с YouTube? Здесь в справке все написано. В данный момент я рассматриваю код, который вставляется на любой сайт. Например, мы можем зарабатывать на AdSense не только с YouTube, но и со сторонних сайтов своих. И там нужно встраивать код, в котором есть публичный идентификатор, который закрепляется только за вами. Здесь мы видим, что скрипт применяется, в принципе, на зарубежном ресурсе, да, и когда мы с вами получаем деньги в AdSense, то есть они накапливаются у нас с вами на расчетном счету, они находятся еще в другой стране. Тем самым мы с вами можем продолжить получать доход, но вывести на те банки, где SWIFT уже не используется, у нас не получится. Поэтому придется искать альтернативы. Скорее всего, я предполагаю, что появятся банки-посредники, через которых можно будет выводить, да, эти деньги. Конечно же, придется платить какой-либо процент, но тем не менее это лучше, чем ничего. Ну и плюс еще есть банки, которые используют систему SWIFT, и через них также можно будет делать вывод, да. Какие банки? Об этом нужно, конечно, постоянно смотреть новую актуальную информацию, чтобы быть в курсе последних событий. Поэтому подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать. Также там будет ссылочка на телеграм-канал и на группу ВКонтакте. Тоже переходите, подписывайтесь, чтобы быть в курсе последних событий, да, потому что я говорю здесь о предпринимательстве, говорю о фрилансе и как сейчас в наше время зарабатывать, да, чтобы не потерять в доходах. Но в любом случае эта ситуация не очень хорошая, потому что впоследствии будет происходить следующее: это удлинение расчетов таких сделок, да. Также замедление во всех сферах экономики, это очень важно, и это может сказаться в любых областях. Ну и, конечно же, удорожание, то есть мы будем платить больше комиссий, больше процентов.
Но от этого никуда не деться. Поэтому будем искать выходы, будем искать способы, как с этим работать. В данном вопросе я веду сейчас переговоры со своей медиасетью, через которые получаю денежные средства. И если будут какие-либо новости, я напишу здесь в Телеграме или выпущу отдельный видеоролик. Да? Но в принципе YouTube в данный момент работает, он доступен. И я бы рекомендовал дальше записывать видеоконтент, развивать свою площадку. И, конечно же, верить в то, что дальше все это будет работать. Также до сих пор от SWIFT были отключены только две страны, это Иран и Северная Корея. Если Россия окажется в их компании, многие западные банки и фирмы могут сами отказаться от работы в стране и сотрудничества с российским бизнесом и госсектором. Ну, потому что сами понимаете, что там на государственном уровне очень большие суммы денег, и не повезут же они это все кораблями или самолетами, тонны денег, чтобы расплатиться. Это неудобно, это долго, поэтому как бы есть минусы, но всегда ко всему можно адаптироваться. Поэтому мы с вами будем верить в лучшее, что у нас все получится, будем гибкими, подстраиваться под ситуацию. Поэтому подписывайтесь на канал, на Телеграм, на ВКонтакте, и увидимся в следующем видео. Задавайте вопросы, которые у вас возникают. Ну, решил дополнить материал. В России есть аналог SWIFT, называется он SPFS, функционирует с 2014 года. Подключиться к сети и работать с ее продуктами могут только организации, сотрудничающие с Банком России. Преимущество российской платежной системы — это доступность пользователям из России и стран СНГ, а повышенный уровень конфиденциальности, низкая цена за отправку сообщений. То есть внутри страны при отключении SWIFT все равно можно будет делать переводы между банками, отправлять с карты на карты, оплачивать, да, особенно если у вас карта МИР, насколько я понимаю. Но SPFS не поддерживает межгосударственные банковские переводы и уступает SWIFT по скорости передачи отправлений. Да, конечно же, альтернатива не такая масштабная, эффективная, но тем не менее это лучше, чем ничего. Что вы об этом думаете?